Когда Инна развелась с мужем, это казалось всем чудом каким-то. Он был страшный человек. Инна постоянно ходила вся в синяках, которые не всегда можно было замазать и скрыть. А Егор пил беспробудно, бил жену, дрался с сыном, которому на тот момент было 14 лет, гонял 12-летнюю дочку, когда дети пытались заступаться за мать. Самое страшное было то, что он угрожал всех порешить, если Инна решится на развод. Но когда он поднял руку и на дочь, она решилась. Детей Инна отправила к матери, а сама, забрав некоторые вещи, уехала к подруге. Подала на развод она со страхом, но сил терпеть уже не было. Что было странно, так это то, что Егор развелся молча. И этого она, да и дети, не ожидали. Только потом стало ясно, что у него давно была другая женщина, к которой он сразу уехал. Раздел имущества прошел тоже, как ни странно, спокойно. Инна готова была отдать что угодно, лишь бы больше его не видеть. Прошло несколько лет. Дети подрастали, жизнь налаживалась. Алименты он не платил, потому что официально не работал. Инна взяла подработку, сын устроился на полставки на почту телеграммы разносить. Благо, уже 16 лет ему исполнилось. Так и жили потихоньку. Инна пришла в себя, похорошела, стала улыбаться. Она была еще в доягодном возрасте, ей не было и 40. Поэтому, когда за ней начал ухаживать очень хороший мужчина, с которым ее познакомила подруга, Инна решила, что вполне может себе позволить быть счастливой. Борис Васильевич был вдовцом, достаточно обеспеченным, добрым. Одна проблема его смущала в Инне – это ее дети, вернее, их отношение к нему. Он прекрасно понимал, что они уже в таком возрасте, что могут негативно отнестись к идее матери выйти замуж, помня выходки родного отца и не желая повторения. Когда отношения стали более серьезными, Борис Васильевич поделился своими опасениями с Инной. Она обещала поговорить с детьми. За дочь она была спокойна, та должна была порадоваться только за нее. А вот сын мог воспротивиться таким переменам в жизни. Она решила поговорить с ними по отдельности. Так будет проще и честнее. Они не будут кивать друг на друга, а выскажут свое мнение. Придя с работы, Инна застала сына дома одного. Это было очень хорошо, потому что так не нужно было шептаться. «Антош, привет! А Оля где?» Она к подружке пошла. То ли шить, то ли кроить, я не понял. В общем, там платье нужно. Ольга помогать пошла. Понятно, Антош. У меня к тебе разговор есть. Очень серьезный. Мам, не пугай. Что случилось? Антон всегда ждал каких-то скверных моментов со стороны отца. Ничего плохого. Мне нужно с тобой посоветоваться. Мам, как я могу тебе что-то советовать? Ты сама взрослая, а я-то что? Нет, тут именно твое мнение важно. И Олина. Но пока ты мне скажи. Такая ситуация... Да ты присядь. Мам, ну дай же мне с духом собраться. Инна помолчала, потом продолжила. В общем, я встретила хорошего человека. Мы почти год встречаемся. Она смотрела в глаза сына и пыталась понять, о чем он думает. Но на лице Антона не шевельнулся ни один мускул. Что ты молчишь? Слушаю. Ты сердишься на меня? С чего ты взяла? И это нормально. Ты не старая еще. Я только вот думаю, какой он. Я понимаю. Он очень хороший. Он вдовец. Детей у него нет. Очень добрый, обходительный. Не пьет. У него есть свой домик за городом. Что не пьет, это хорошо. Антон был очень серьезен. А почему ты думаешь, что он хороший? Вдруг он просто прикидывается? Я думала об этом сначала. Я ведь тоже боюсь повторения. Нет, он при мне котенка подобрал на улице. Сейчас эта кошечка у него живет. Он показывал фотографии своих родных, бывшей супруги. Очень хорошо отзывался обо всех. И потом,
Я у Вали спрашивала, которая нас познакомила. Она его давно знает. Говорит, что он очень хороший. Да это видно. Инна говорила, а сама светилась вся. Антон это понял. И понял еще то, что мама тоже его понимает, и все его опасения ей понятны. «Мам, что ты хочешь от меня услышать? Что ты думаешь?» «Я думаю, что если ты уверена в этом человеке, то строй свою жизнь. Тебе будет легче. Ты должна жить нормально. Но учти, если он тебя хоть пальцем тронет, то я...» «Антош, я не позволю. Я теперь уже никому этого не позволю. Но он не такой». «Хорошо, мам. А где ты будешь жить? Или вы будете тут?» «Я еще не думала об этом, но вас с Олей можно вполне оставить здесь, а я буду там. Это недалеко, всего 20 минут на метро. Вы уже большие, а я буду забегать каждый день. Ой, да решим, Антошка!» Она обняла сына крепко-крепко, отчего Антон покраснел и постарался потихоньку освободиться из объятий. «Я так рада! Я так тебе благодарна! Какой же ты у меня! Теперь только с Олей поговорить, и все. Ладно, давай поедим, а то я на нервах прям жутко голодная». Они ужинали, болтали о всяких мелочах. Антон рассказывал о школе, друзьях, о работе на почте. К 10 часам вечера пришла и Оля. Инна была радостная, бросилась к дочке, обняла ее. «Ольга, как я тебя ждала!» «Мам, ты чего? Мне нужно с тобой посекретничать». «Мам, давай переодевайся быстренько. Поешь сначала?» «Я не хочу. Сейчас. Минутку». Оля скинула верхнюю одежду, вымыла руки, прошла на кухню. Инна пошла за ней. «Ну, что случилось-то?» Оля никогда прежде не видела в глазах матери такой блеск. «Тебе зарплату прибавили?» «Нет, не угадала. Лучше». «Что, бабушка приезжает?» «Мам, ну говори же!» «Ольга, я человека встретила. Хорошего, замечательного». Оля сидела с каменным лицом и смотрела на мать. Но Антон тоже сначала не высказал великой радости, поэтому Инна не огорчилась, а продолжила рассказывать. «Он добрый, хороший, он вдовец, у него есть кошка и домик за городом. Мы уже год встречаемся, и он показал себя с очень хорошей стороны. Что ты молчишь, Оля?» «Я так поняла, что ты бросить нас решила ради мужика». Настроение Инны как ветром сдуло. От дочки она такого не ожидала. «Оля, что ты говоришь? Я никого не бросаю. Просто это хороший мужчина. Я думала, что нам всем будет здорово вместе». «Всем вместе? С чужим мужиком? Да будь он 100 раз хороший. Он же чужой». «Оля, ты бы предпочла, чтобы отец вернулся?» Инна была в шоке от слов дочери. «Я бы предпочла, чтобы все осталось так, как есть». «Почему ты считаешь, что я не должна быть счастливой? Я не имею права». «Значит, ты с нами несчастлива?» «Не переворачивай с ног на голову. Ты уже не малышка, которая ничего не понимает. Я хочу быть счастлива как женщина. Я имею право. Ты сама скоро будешь думать о замужестве. Тогда ты меня поймешь». «Не пойму. Не в таком же возрасте, как у тебя, замуж выходить». «Ты считаешь меня уже старой?» «Мам, не в этом даже дело. Я не хочу чужих людей тут, дома. Я буду жить у него. Вы останетесь тут с Антоном». «А, все-таки ты нас бросаешь. Я права. Ты променяла нас на мужика». «Понятно. Вопросов нет». Оля встала и быстро прошла в свою комнату, закрыв дверь. Инна стояла на кухне, не видя и не чувствуя ничего вокруг. Она словно оглохла. В голове звенели слова дочери. «Ты нас променяла на мужика». Вошел Антон. «Мам!» – тихо позвал он. Инна молчала, опустив голову и глядя в пол. «Мам, ты чего?» Он подошел к матери и тронул ее за руку. «Мама, тебе плохо?»
Сядь, ты холодная вся. Мам, Ольга, маме плохо. Оля не отозвалась. Антон накапал капли в стакан, развел водой, дал стакан матери прямо в руку. «Мам, выпей и успокойся. Тебе Ольга наговорила? Я ей сейчас задам». «Не надо», — тихо сказала Инна. «Она права». «В чем права? Что случилось, пока вы разговаривали?» «Она права. Прости меня, Антон. Все нормально». Инна поставила стакан на стол и пошла в коридор. Она медленно одевалась, а Антон смотрел на нее и пытался понять, что она хочет. «Мам, ты куда? Я с тобой. Я тебя одну не пущу». «Все нормально, Антош. Я в порядке». «В каком порядке? Ты бледная, как бумага. Ты одна никуда не пойдешь. Куда ты собралась?» «Антош, понимаешь, я не могу по телефону это объяснить Борису. Мне надо ему в глаза смотреть». «Мама, подожди. Я поговорю с Ольгой. Пожалуйста, подожди. Может, еще все обойдется». «Ты думаешь?» — с капелькой надежды спросила Инна. «Я с ней поговорю. Она просто не понимает. И ревнует, наверное. Мам, подожди». «Да, ты прав, наверное», — сказала Инна, присаживаясь в одном сапоге на пуфик. Она думала, что сын, возможно, прав. Медленно, как во сне, Инна сняла сапог, но идти не было сил. Она осталась сидеть на пуфике, прислонившись спиной к стене и закрыв глаза. Разговор Антона с Олей был очень долгим и сложным. Инна не спрашивала, как и что говорил он сестре. Прошло достаточно много времени, прежде чем Оля вышла из своей комнаты. За ней вышел Антон. «Мам, в общем так». Оля стояла перед Инной, смотря в сторону и сдерживая слезы. «Я против, но если ты будешь жить там, то как хочешь. Я не хочу чужого человека тут, и мне обидно, что ты от нас уходишь. Но, может быть, Антон и прав. Не знаю. Честно, мне противно. Противно, что чужой мужик будет тебя целовать, ну и все такое». Антон хотел что-то сказать, но Оля его остановила. «Не мешай мне, я тебя слушала. Да, я сама соберусь замуж, это все понятно, но это другое. Пока мне принять такое очень трудно. Нет, я просто не могу этого принять. Антон говорит, что когда я стану старше, то пойму. Не знаю, может быть. А пока вот так». Оля замолчала, глядя на мать. Инна смотрела на нее сквозь слезы. «Дочка моя, я обещаю тебе, что ты не почувствуешь никаких проблем из-за меня. Я очень хочу, чтобы нам всем стало лучше жить. Ты пока не видишь, что так может быть лучше, но придет время, и ты еще скажешь, что я правильно поступила. Я очень на это надеюсь. И еще я тебе обещаю, что если что-то пойдет не так, то вы с братом никак не почувствуете этого, а я сразу вернусь. Я не буду больше терпеть того, что мы терпели от вашего отца. Мам, мы хотим, чтобы тебе было хорошо». Антон строго смотрел на сестру, которая делала вид, что в глазах нет слезинок. Прошло несколько лет, и на даче у Бориса Васильевича по зеленому газончику под присмотром папы Ромы ползала толстушка Машенька, дочка Ольги, а сама Ольга, жаря с отчимом шашлык, смеялась во весь голос его веселым рассказом о службе в армии. Антон к тому времени уже вернулся из армии, нашел себе очень милую девушку. И вся эта большая прекрасная семья больше никогда не вспоминала, что было у них в прошлом. Они жили настоящим и были счастливы. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.